Итак, раздается гудок, возвещающий о том, что корабль прибыл в порт, и мы сходим на берег. Добро пожаловать в Савонну. Город встречает истинно итальянским радушием, свежим ветром и ясным солнцем. Из памятников Савонны наиболее интересна Генуэзская крепость XVI века, средневековые башни и новый собор. Мы решили поехать в Геную. На скоростном поезде ехать примерно полчаса. Генуя является столицей итальянской области Лигурия и пятым по величине городом Италии. Генуя – это столица некогда могущественной и богатой морской республики с крупнейшим историческим центром среди городов Европы. Место рождения легендарного Колумба и гениального Паганини. Осмотр Генуи мы начали с дорожного вокзала и памятника Христофору Колумбу. Генуя – один из крупнейших портов и исторических центров на Средиземноморском побережье Италии. Улочкам Генуи мы подошли к порту. Генуя – это очень красивый порт. Много мест для прогулок. Есть кафешки, магазины. Порт Генуи украшает плавающая реплика испанского галеона 17 века, построенная для фильма «Пираты», вышедшего в 1985 году. Интересное место. Реальный галеон. Рекомендую к посещению с детьми, так как везде можно полазить и все потрогать. Пушки бутафорские. Корабль был построен в 1982 году для съемок фильма «Пираты» Романа Полански. Самый удачный способ осмотреть Геную – это на экскурсионном автобусе, у которого два маршрута. Савонна – это уютнейший южный городок, расположенный на берегу ласкового Лигурийского моря. Этот город славится своей историей. Железнодорожный вокзал Генуи, который отремонтирован, содержится в чистоте. Базилика Кориньяно – это очень красивая церковь, построенная на средства богатого жителя в честь того, что прибыл его корабль, который считали затонувшим. Обелиск в честь борца за объединение Италии Джузеппе Мадзини. Неожиданно для себя с Геннадием мы нашли лифт на площадку Бельведера Кастелетто, которая находится недалеко от Пальвичи Палаццо. Но не зная, найти это непросто. Ориентируйтесь на туннель рядом и карту. Отсюда открывается очень красивый вид на город. Обязательно посетите это место. Маяк Ла Латерна – это старинный и самый высокий маяк Средиземноморья, считающийся настоящим символом Генуи. Его высота 80 метров. Кстати, рядом со смотровой площадкой находится уютнейшая кофейня в Генуе.
Генуя очень чисто и красиво, по сравнению с Палермо, то мэрия города заботится о чистоте. Почему у Англии и Генуи одинаковый флаг? Это флаг Святого Георгия, красный крест на белом фоне, был принят Англией и лондонским Сити в 1190 году для их кораблей, заходящих в Средиземное море, чтобы воспользоваться защитой Генуэзского флота. Английский монарх платил ежегодную дань дожу Генуи за эту привилегию. Пьяцца Феррари – это главная площадь Генуи, расположена между старым городом и современным деловым центром. Посреди площади находится фонтан, который построен при финансовой поддержке семьи Пьяджи в 1936 году. Площадь получила свое название по рядом расположенному дому герцога и мецената Рафаэла де Феррари в 1887 году. Здесь проходят манифестации горожан и праздничные концерты. На площадь выходит боковой фасад дворца Дожей, церковь Джезо, дворец Биржи, главный городской театр Карло Феличи и музей Лигурийской академии изящных искусств. Также красиво выглядит фонтан Пьяцца де Феррари вечером. Конечно, для осмотра Генуи недостаточно одного дня. Кстати, квартал дворцов генуэзской знати в стиле маньеризма на улице Гарибальди, Страда Нова, в 2006 году был признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Лет назад в Генуе произошла трагедия. Истошные крики и жуткий грохот. Катастрофа на автомобильном мосту Моранди в итальянском портовом городе Генуя. Кто-то прямо сидя в своих автомобилях падал с высоты в 45 метров, кто-то погиб под обломками. Тут проходила платная автомагистраль А10. Вот что сейчас осталось от этого участка. Он превратился в груду обломков чуть ли не за мгновение. Все случилось в 11:30 утра по местному времени. Шел проливной дождь. Спасатели, которые первые прибыли на место, описывали происходящее как настоящий ад. Мост проходил над руслом реки, совсем рядом жилые дома и железнодорожные пути. На фото видно, что обрушилась центральная часть моста. Вся его длина примерно 100 метров. Часть обломков повредили парковку и склады местной энергетической компании. Местные жители говорят, что опоры моста постоянно ремонтировали. В Генуе прошла торжественная церемония открытия нового автомобильного моста виадука Сан-Джорджо, построенного на месте обрушившегося 14 августа 2018 года моста Моранди. В церемонии приняли участие президент Италии Серджо Маттарелла, премьер-министр Джузеппе Конте, глава города Генуи Марко Буччи, губернатор Лигурии Джованни Тотти, архитектор Ренцо Пьяно. Строительство моста продолжалось 12 месяцев. По словам премьер-министра Конте, построенный мост – это восхитительное творение итальянского гения, плод слаженного сотрудничества центральных... Вернувшись в Савону, мы погуляли по городу и пошли на свой корабль «Коста Тоскана».
Сегодня я буду кутить. Весело, добродушно, со всякими безобидными выходками. Ти признайся мені, звідки в тебе печалі, я без тебе всі дні, у полуне печалі, може десь у лісах, ти чарзілі шукала, сонце руту знайшла, і мене зчарувала. Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти повір. О, твоя врода, твоя чистая вода, твоя быстрая вода синіх. Бачу я тебе в снах, у дібрав зелені, а забутих стежках ти приходиш до мені, і не треба нести мене квітки на ті, бо давно вже ти увійшла в мої мрії. Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти повір. О, твоя врода, твоя чистая вода, твоя быстрая вода синіх. А что это вы здесь делаете? А? Кино-то уже кончилось.